немножко о флагмане открытого класса для народа модели Yamaha IT490, кто не смотрел, ссылка в описании, хочу вам рассказать о первопроходце этой линейки эндуро, с которого все и началось. В 70-х годах Yamaha производила несколько внедорожных мотоциклов, но, к сожалению, для серьезного бездорожья настоящего эндуро не существовало. Видя, что этот рынок среди японских производителей не освоен, Yamaha начала разработку того, что они считали серьезным мотоциклом для эндуро. Так, в 1976 году они выкатили на рынок модель IT400. Сначала многие скептически отнеслись к мотоциклу, потому что тогда главенствовали европейские производители, которые имели богатую историю кроссовых мотоциклов. А Yamaha осмелилась представить конкурента, на создание которого у них ушло всего 90 дней, от чертежной доски до демонстрационного зала дилера, еще и по меньшей цене. Тогда за него просили всего $1500. Однако, заявив это, японцы слукавили, потому что под небесно-голубым цветом скрывался каркас кроссового мотоцикла YZ400. При этом IT400 был создан не для европейского рынка. Yamaha в первую очередь охотилась за куда более ценным американским рынком любителей бездорожья, которые искали лучший универсальный эндуро-байк по самой хорошей цене. В итоге доступный эндуро, который можно было легко обслужить самому без особых затрат и хлопот, стал очень популярным не только в США, но и в Европе. Вскоре после его выпуска 3 гонщика на IT400 получили золотые медали в австрийском международном шестидневном триале. И все, кто насмехался над этой моделью и японцами в целом, засунули свои языки в одно место. IT400 при сниженной массе в 120 кг на удивление очень хорошо управлялся. За это отвечала передняя регулируемая телескопическая вилка с серьезным ходом, который на последней версии уже достиг 230 мм. Сзади устанавливался моноамортизатор с ходом 205 мм. Подвеска без проблем проглатывала практически все ухабы, при этом на скорости мотоцикл оставался полностью под контролем райдера. Несмотря на то, что IT400 был основан на YZ400, он имел некоторые отличия. Например, конструкция 396-кубового двигателя в основном такая же, но поршень, длина которого на 5 мм больше, чем у оригинального поршня YZ400, по утверждению японцев имеет более длительный срок службы, что хорошо для малозатратного эндуро-байка для широких масс. Двухтактная силовая установка выдает 36 лошадиных сил максимальной мощности на 7000 оборотов в минуту и 40 ньютон-метров крутящего момента на 6500, что соответствовало придушенному в будущем IT490. За питание отвечал 38-мм карбюратор Mikuni. Задний маятник, несмотря на то, что стал алюминиевым на гоночной модели, на дорожной остался стальным. Бак вмещает 12 литров, в отличие от 7,5-литрового на YZ400.
Также были внесены изменения и в коробку передач. У IT400 те же 3 средние передачи, что и у IZ400, но первая имеет более низкое передаточное число, а пятая, наоборот, более высокое. В отличие от других производителей, Yamaha оснастила свой эндуро рычагом переключения передач, который имеет откидной носок с возвратной пружиной. И если мотоцикл упал или рычаг случайно зацепился за неподвижное препятствие, например в лесу, пружина позволит ему сложиться, а не отломиться. Это очень полезная функция, которая должна быть на каждом серьезном эндуро мотоцикле. Несмотря на то, что у IT400 довольно высокий дорожный просвет 260 мм, Yamaha оснастила его защитой картера, изготовленной из толстого листового алюминия, которая также закрывает двигатели по бокам. Мотоцикл производился до 1979 года включительно, после чего в 80-м был заменен на модель IT425.